Я хочу поговорить о основных средствах создания интерактивных инсталляций. Вот сейчас на экране вы видите логотипы большинства применяемых для этой цели программных пакетов. Например, вот в соседнем зале сейчас идет выставка Decode, и большинство вещей, которые там представлены, сделаны на одном из них, так или иначе. И у кого-то, может быть, возникли вопросы, на каком именно что сделано. В последнее время инструменты создания интерактивных инсталляций и генеративной графики становятся все более и более доступны для широкого круга пользователей. И это очень замечательный момент, потому что много людей вовлекается в этот вид искусства как любители. И это как бы стимулирует развитие этого движения. Вообще изначально генеративная графика стала развиваться с так называемой демо-сцены, которая появилась вместе с появлением компьютеров в 70-х и 80-х годах, особенно персональных. Демо-сценеры занимались тем, что делали компьютерные программы, которые создавали какую-то графику, причем графику не для какой-то цели, не для компьютерных игр или чего-то такого, а чисто ради искусства, для создания каких-то спецэффектов. Вот, например, на экране фотография такого сборища демо-сценеров 90-х годов в Америке. А вот это, например, в России аналогичный фестиваль House Construction, который проходит в Санкт-Петербурге. Вот демки, которые они делают, вот, например, такого вот рода, то есть это игры, но с очень жестко заданным сценарием, и которые генерируются компьютерной программой. То есть тут элемент искусства не только в том, какая картинка получается, но и в том, какой код использовался для создания этого. А тут еще тоже важно такую вещь добавить, что то, что мы сейчас видим, это, конечно же, видеозапись, да, но, в принципе, это файл, который весит там несколько килобайт или там десятков килобайт, который рендерится в реал-тайме. В этом главный прикол, что это все написано кодом, это все можно смотреть как компьютерную игру. Она будет каждый кадр рендерить. Ну да, и в те стародавние времена, когда движение это было на своем пике, было соревнование среди программистов и художников за то, кто сделает как можно меньше занимающую программу по объему и так далее. Но по большому счету необходимости делать это кодом никакой тогда не было. То есть это чисто такой фан. И демо-сцена — это очень такая узкоспециализированная субкультура компьютерная, состоящая большей частью из гиков, маньяков и так далее. С художниками они довольно мало общались. И, в общем-то, эти приложения они не были интерактивными. Хотя, собственно, смысл того, чтобы делать что-то кодом, раскрывается именно в том, чтобы делать это интерактивным, потому что можно завязывать какие-то разные параметры генерируемой картинки на какие-то события, которые происходят в данный момент в реальном времени. Вот переломный момент был, это когда появилась библиотека OpenCV в 1999 году. Это было CV, расшифровывается как Computer Vision или компьютерное зрение. Там впервые были обобщены все инструменты по анализу изображения, потому что до того каждый программист изобретал свой велосипед. И, в общем-то, не было такой единой какой-то платформы. Собственно, и по сей день эта библиотека развивается, и большинство интерактивных инсталляций, которые представлены на Decode, они, скорее всего, ее используют так или иначе. Вот случилось это в 1999 году. Вот. И вторым моментом, который способствовал популяризации генеративной графики, интерактивных инсталляций, это стало появление библиотеки разработки Processing. Среда разработки, да, которая является надстройкой над языком Java.
Ну и, в общем-то, чем он примечателен, то, что к нему, за него зацепилось очень большое сообщество людей, интересующихся графикой, не только среди компьютерных гиков, но и среди художников. И на данный момент среди процессинг-комьюнити как бы оно самое большое, и процессинг наиболее замечательно документирован на данный момент. Вот, например, есть такие вот книжки, прямо, например, процессинг для visual-артистов и так далее. То есть движение генеративной графики и интерактивных инсталляций, оно вышло из подполья чисто компьютерного, и сейчас им занимаются многие люди, для которых красота кода не очень важна, а больше важна красота картинки. Ну вот, например, какие вещи делаются процессингом. Вот это представлено сейчас на Decode, эта инсталляция. Звука там нет. Ну, не знаю, я давно там не был. Вот такое. Или, например, есть замечательный проект Contemporary Dance, существующий, собственно, сделанный нашими друзьями, где слежение за танцующим как бы объектом реализовано. Где же слежение-то? Ну вот, например. Да, что-то где-то вначале было, по-моему, очень так. Да, ну вот, да, например. Очень хорошо видно здесь, что здесь работает программа, которая, в принципе, уже просто включается и дальше делает это автоматически, более-менее. Вот. Но процессинг стал первым вот инструментом среди ряда средств разработки, построенных на каком-то уже языке, которые просто облегчают жизнь художнику, тому, кто не хочет вдаваться в дебри. Вторым таким продуктом стал Open Frameworks, который, в принципе, реализует те же самые принципы, на которых построен процессинг, но основан на языке C++, более уже серьезном языке, более производительном. Сейчас очень многие его используют, и, например, вот эта вещь на нем сделана. Как бы камера слежения стоит на щите, снимает тех, кто ходит по улице, и такой приделывает туда такой палец, который их щекочет. Также еще он иногда вынимает их и уносит куда-то. Такой перст судьбы. Но вот в таких инсталляциях меня больше поражает не то, что как бы это сделано круто, потому что много крутого существует вообще, а то, что это реализовано как таковое, что кто-то не пожмотился и на площади в центре города запустил эту инсталляцию на большом экране. Таких смелых у нас я еще не видел, к сожалению. Да, ну, в общем, понятно. Ну вот чем Open Frameworks отличается от среды процессинг, тем, что он более производителен, но минус у него в том, что он более сложен для освоения, и сообщество, которое за ним стоит, оно меньше.
Например, это тоже инсталляция представлена сейчас на Декоде. Тоже сделана на Open Frameworks замечательным лондонским художником Мехметом Актеном, который очень большой вклад внес в разработку этого средства программирования, создав библиотеку, например, жидкостной симуляции, которая здесь используется. К сожалению, на этой выставке там не очень мощный проектор стоит, и половина кайфа от этой инсталляции таким образом улетучилась. Мы видели ее лайв на Йоте, там было помощнее гораздо. Здесь или там? Эта работа называется Body Paint. Body Paint. И, собственно, это класс вообще очень большой инсталляции, который вот примерно по такому принципу работает, что человек стоит перед экраном, его снимает камера откуда-то сзади или сверху и делает какое-то отражение такое, или что-то делает с средой. Вот я в конце еще покажу, что Махмед потом эту инсталляцию переделал для Toyota немножко, просто вот как можно некие движки, уже наработанные творческие вещи перенести на в коммерческую жизнь. Покажу. Вот инсталляция была на фестивале Йота, вот это. Здесь такая реализованная мини-экосистема, которая представлена в виде вот кубиков домов, которые можно перемещать. Тут вот часть кубиков является просто, препятствиями для света, а есть кубик, который является источником света, и вы можете, передвигая его, менять расположение Солнца. И в зависимости от этого тени начинают где-то расти, где-то уменьшаться и так далее. Также хочу поговорить о классе средств инструментов создания, которые нодовых так называемых инструментов, которые выглядят примерно так, что там данные и алгоритмы визуализируются в виде нод и проводов между ними, что данные идут откуда-то куда-то. Собственно, к ним можно отнести MaxMSP, который изначально был создан для музыкантов большей частью и довольно очень старая разработка. Позднее к нему вышел Jitter, который стал работать с графикой. В принципе, многих, кого код программный пугает, им кажется, что с этим работать приятнее и нагляднее. Но на самом деле, если вы имеете дело с каким-то достаточно сложным алгоритмом или логикой, то это может в такое превратиться, если бездумно использовать это. Также к этому классу можно отнести 4V, очень любимый многими, потому что он бесплатный и под Windows. А Max был, во-первых, платный, во-вторых, изначально разрабатывался под платформу Macintosh. Очень многие используют 4V именно для видеомэппинга, например, AntiVJ уже здесь упоминавшиеся. И в России очень многие его любят тоже. Отдельно хочу упомянуть такое средство, как Touch Designer. Примечателен он тем, что это ответвление от такого средства создания трехмерной графики, как Houdini. И многие, кто уже обладает какими-то навыками в трехмерной графике, им будет проще въехать во все это, потому что он очень похож на Houdini, те же названия объектов и так далее. На самом деле у него еще очень симпатичный интерфейс, и, например, Альванота делал свои аудиовизуальные визуализировал, делал свою визуализацию под музыку Рейчи Кеды и там какие-то еще концерты с помощью тач-дизайнера, прямо тупо ставя интерфейс, потому что там в каждой ноде можно визуализировать, что внутри происходит. Если вы забираете аудиосигнал, то там волна будет скакать, или, миллион разных возможных визуализаций, и у вас экран забит таким графом, да, в котором в каждом что-то происходит под музыку, это уже красиво смотрится,
А на заднем фоне у него итоговая картинка рендерная, то есть, которая получается при рендере всего этого дела. Выглядит очень красиво. То есть я на самом деле... Ну и потом, конечно, еще то, что это интерактивный Houdini, это тоже, конечно, огромный плюс. А насколько вот такой подход, он удобный? То есть вот я здесь сейчас просто вижу кучу блоков, и насколько человек, который вот тут кучу блоков расставил, он там сам ориентируется. То есть, допустим, я знаю, что люди, которые там в 3D Max моделируют, они знают, что вот эту коробочку они сделали, если они сделают внутрь этой коробочки, там еще коробочка. Ну, то есть эти вот слои они создают. А здесь кажется, как будто вот эти все коробки, все это... Нет, здесь, во-первых, тоже есть, ну, как бы эти же коробки, эти контексты, да, внутри которых там в определенном контексте хранится геометрия, в определенном контексте хранится анимация, то есть, ну, как бы... как он называется, коп, channel operator и так далее. То есть все это тоже структурируется определенным образом, но в принципе, если вы сами собрали этот граф, я думаю, что вы понимаете, что там где находится. Просто вот у архитекторов у них сейчас, они что же сейчас генеративные средства интегрируют, то есть там Grasshopper есть, вот, и у них вот наблюдаются похожие картины везде, то есть там везде куча блоков. Это вот художественный подход такой, то есть они как кисти мажут, то есть там сюда программу кинул, там сюда программу кинул, вот, а потом сидят там как-то разбирают. Ну да, но этим подходом надо очень аккуратно пользоваться, потому что очень просто запутаться со временем, конечно. Но вот Touch Designer, просто чем он примечателен, то что это 3D-пакет, который предназначен для интерактивного рендеринга, да, потому что мне вот давно уже хотелось, чтобы появился... Но он не только 3D-пакет, то есть он позволяет, на самом деле, все стандартные возможности Виджинга реализовывать. То есть он композить позволяет в реал-тайме также прекрасно. Просто у него еще есть возможность работать с 3D-пространством не урезано, а полноценно. То есть там моделить, UV-координаты раскладывать. То есть ну да, делать вещи, которые обычно очень слабенько позволяют другие программы. Да, потому что создание непосредственно графики кодом или... в виде коробочек там, в Max или в 4V, на самом деле очень непростое занятие. В 3D-пакетах всяческих это уже давно реализовано и достаточно так оптимально. И очень здорово, что появляется реалтаймовая версия его. Вот, например, что им сделано. Так, вот его использует известный музыкант, технопродюсер Рич Хоутин. Ну, вот тут не слишком хитрая, конечно, вещь, такой эквалайзер красивый. Но вот Touch Designer, например, известен вот тем, что его используют в своих гастролях. Но на самом деле удивительно, что достаточно мало примеров действительно внятных работ пока что на нем. Так. Ну вот дальше я хотел бы сказать, что очень перспективное направление – это использование игровых движков для создания интерактивных инсталляций. Потому что задача очень похожа, на самом деле. И первое интерактивное приложение это были именно игры, да, только где интерфейс представлял собой клавиатуру, джойстик или что-то такое. В основном клавиатуру и мышку. А в интерактивных инсталляциях, как правило, участвует сам зритель, его как-то образ. Ну и вот многие задачи уже они давно решены в рамках движков для создания игр. И очень здорово применять их, потому что, например, использование персонажей каких-то уже анимированных. Вот, например, пример инсталляции с помощью Unity и OpenFrameworks сделанный. То есть такой интерактивный персонаж здесь представлен, который реагирует на перемещение, на скорость перемещения. Вот как это изнутри выглядит, то, что здесь есть анализатор с камерой, который вот это вид с камеры, который сверху стоит, определяет, где находится человек, точка, и передает данные в игровой движок, и за ним следует заанимированный игровой персонаж. То есть тут совмещенная такая технология. Да, кстати, хотел еще добавить, что сейчас популярность набирает такая вещь, как Xbox Kinect. Это стереокамера, выпущенная для приставки Xbox, и которая уже обладает средствами разработки для PC и Macintosh. И, в общем-то, все сейчас медиа-интерактивные дизайнеры бросились разбираться и пытаться осваивать, как это работает. То есть чем она примечательна, то, что это стереокамера, и она видит, как бы, то, что она видит с глубиной, да, то есть у нее есть цифра, каждая точка представляет собой не только по оси X и Y, но еще и по оси Z.
что-то. Кроме того, она помогает определять скелет. То есть, например, можно подойти к камере и там увидеть свое отражение в виде какого-то персонажа, который точно соответствует своему образу. Женя хотел сказать, что с появлением такого простого, как бы нового средства Kinect мы ожидаем большого количества интерактива вообще, большого роста, не знаю, интерактива в музеях, на улицах. На этой технологии основаны интерактивные витрины, всякие системы, там, не знаю, экраны и манипуляторы, ну и так далее. То есть вот этот и следующий год, мне кажется, будут интерактивные технологии очень активно Объявляется годом Kinect. Объявляется годом Kinect. Является годом Kinect, действительно. Но вот сейчас вообще интерактивное искусство, оно как бы только вот подходит, только вот приходит. На самом деле и программные, и технические средства, они не столь отточены и завершены, как хотелось бы. И поэтому и сам как бы посетитель, сам гость, не знаю, вовлеченный в некую интеракцию еще не понимает, как ему взаимодействовать. Поэтому пока используются максимально простые способы взаимодействия как называется человек, который смотрит картину? С гостем, со зрителем, да, со средой. Там пока место, там можно руками помахать, нажать кнопку. Но это как бы действие, которое находится в самодействии. То есть это один шаг, да, нет там никаких квестов и историй. Пока мест в популярном доступе. Вот выставка Декод, она спорная, конечно, потому что там очень много вещей достаточно старых. И, по моему мнению, там половина зря находится, а другая половина очень, очень, очень интересная. Но все взаимодействие заключается просто в твоем присутствии или отсутствии в пространстве этой инсталляции. Мне кажется, что в дальнейшем, когда сам гость, сам зритель будет воспитываться, а это длительный процесс, и художник будет ему предлагать более сложные рецепты взаимодействия. А можно еще вопросик? С каких программ вы бы посоветовали начать, практически с нуля, заниматься как видеомэппингом, так и интерактивом каким-то? С чего Для видеомэппинга вообще не обязательно, на самом деле, заниматься программированием, потому что контент для, по крайней мере, сложного, да, видеомэппинга, такого как на дома, создается, как правило, в программе композитинга типа Adobe After Effects и же с ними. И единственная программная примочка, которая используется, это чтобы пристрелять потом картинку уже на площадке. То есть используется какой-либо из медиасерверов. Может, Ян добавит. То, что уже упоминалось здесь, для домашнего видеомэппинга прекрасно подходит модуль 8, модуль 8 или Resolume. То есть когда у тебя 4 приблизительно слоя, да, там 2 стенки, задник и потолок или пол, в принципе, Resolume там, или модуль 8 это тянет вполне нормально. Нет, я и говорю, да. Я сейчас говорю про индорные, потому что про аутдорные это все-таки не для фана обычно. Это такие проекторы, которые мы часто не можем себе ради прикола позволить использовать. А если инструменты для интерактива имеются в виду, то, наверное, я посоветовал начать с процессинга, потому что у него самое большое сообщество вокруг него, и он лучше всего документирован на данный момент. И вместе с ним еще, может быть, какую-то модульную систему типа 4V или MaxMSP. Наверное, так, потому что там можно какие-то скетчи просто и быстро делать и понимать. Нет, в принципе, на самом деле, мне кажется, что любая система, которая вам кажется вот просто внешне более-менее кажется, что легче или понравится, в нее в каждую придется врубаться, и лучше сосредоточиться просто на одной. И 4V, если это, то все. 4V по полной программе, комьюнити огромное, куча примеров, все это можно скачивать, там все это довольно хорошо документировано. MaxMSP внутри себя имеет такой help, что ты можешь в каждый объект залезть внутрь и посмотреть еще кучу примеров, как он использован в других местах, все про него объясняется. То есть, в принципе, при желании это все как бы изучаемо. Просто нет смысла изучать 3 разных, потому что они все, в общем-то, об одном. Там, кто-то, может быть, чуть оптимальнее работает, но в общем и целом... Там знать MaxMSP и www это реально просто бессмысленно.
Спасибо. А вот что касается еще оборудования, ну вот как проекторы подобрать, ну вот чисто для того, чтобы начать какие-то эксперименты, как камеры выбрать, вот эти все инфракрасные датчики. Ну, проектор для серьезной засветки какой-то лучше, чтобы подбирали профессионалы. Да. А для домашнего сойдет любой, собственно, проектор, который достаточно широко раскрывается. То есть, если у вас маленькая комната, то лучше там брать широкоугольные линзы. Но по опыту вот в помещении внутри, как бы, если свет можно выключить, то пятерочка от 5 до 10 тысяч это уже вообще шикарно. Вот. На улице работают двадцатниками обычно, потому что есть еще 30-тысячники, но там у них... Ну, веб-камера для интерактива. Сейчас разговор про домашние эксперименты, окей, да. Ну, собственно, в принципе, все начинают с бытового проектора, и обычно это хорошо. То есть обычно это уже, в принципе, если вырубить весь свет, этого вполне достаточно. Ну вот камеры популярные очень для интерактива. Это Sony PS3, тоже от приставки PlayStation, которые иногда там переделывают от нее, вырезают объектив и вставляют другой, который не фильтрует инфракрасный свет. Но, собственно, она чем отличается? То, что она очень скоростная, то, что она 60 кадров в секунду дает, а не 24. PS3. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что эти программы могут работать с любыми видами сигналов? То есть вот если у меня есть датчики, чтобы измерить нечто, я могу это использовать как входную информацию для вот этих программ, потом преобразовывать их, ну там, в некое изображение, допустим. Ну, совершенно верно, так и есть. То есть все, что угодно, то есть любые сенсоры, которые существуют в мире, по идее, могут быть мной использованы. Ну да, вот, может, про душу цветов расскажешь? Да, сейчас мы просто готовим одну инсталляцию со скрипом. Душа цветов. Значит, там такая система реализована. Можно подойти к цветам и начать с ними мыслительный процесс затеивать и обмениваться с ними эмоциями. То, соответственно, мы передаем какой-то сигнал умственный растению, которое перед нами находится, считываем его, с него собираем некие данные через микроэлектричество, через некие платы, которые обрабатываются в компьютере и через тот же самый процессинг или C++ визуализируются в зависимости от тех данных, которые дает нам растение. То есть вы считываете данные с растения, не с человека. Это звучит как психиатрическая какая-то такая информация, с одной стороны, но с другой стороны есть опыты Клиффа Бакстера, который якобы обнаружил, что растения действительно гиперчувствительные, они слышат и они реагируют на твои... Клифф Бакстер — это создатель детектора лжи. Да. Вот. И он потом Так экспериментировал. это вы делаете эксперимент или вы уверены, что результат? Не, мы пока делаем эксперимент, более того, пока он идет очень туго, то есть реально растения не разговаривают. А где вы о нем расскажете? Где вы о нем Но расскажете? мы не теряем надежду, потому что он там доказывал, даже такие вещи у него были, что они плохо думали о растениях. Например, представляли себе растение в огне, и растение начинало на детекторе лжи, подключенном на полиграфии, подключенном к нему, начинало выдавать активный сигнал, то есть начинало волноваться. Вот. А когда все в порядке, никакого сигнала. Вот. Очень Все, хотелось бы яйца кидали это в воду. увидеть воочию. Но главное, что вот вопрос был про то, что всякие датчики, все что угодно можно считать. Если это можно измерить, все, что можно измерить, можно организовать таблицу. Все, что является последовательностью данных, можно обработать вот в программах, о которых Женя рассказывал. Спасибо вам большое за интересную лекцию. И еще я хочу сказать, мы сотрудничаем работаем вместе с аудиовизуальной академией. Это наши друзья, ребята занимаются обучением онлайн, подобным вещам, чем и мы занимаемся. Вот здесь вот описано, какие курсы есть у аудиовизуальной академии. И внизу ссылочка на их сайт www.audiovisualacademy.com. Бесплатно, онлайн, ну и вообще, зайдите, посмотрите. Там для всех, и для художников найдется, то есть как бы советы мастеров, профессионалов, которые контент делают, всякие для виджеинга, для мэппинга, для всего, и для техников тоже, и для людей, которые железки любят. То есть вот разные курсы абсолютно можно посмотреть. Про интерактив Очень там интересно. скоро появится.